Сегодня многие из нас чувствуют, что работают слишком много на работе, которая не приносит ни радости, ни желаемого дохода. Почему труд часто становится тяжелым и даже бессмысленным? Чтобы это понять, нужно вернуться к самому началу. Если мы обратимся к Библии, то увидим, труд изначально не был наказанием. Бог сам трудится, создавая мир, а затем помещает человека в Эдемский сад и дает ему задачу возделывать и хранить его. То есть труд – это изначально часть нормальной жизни человека. Но после грехопадения все меняется. Труд становится тяжелым и изнуряющим. Бытие 3:19. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Земля больше не дает плодов легко. Появляется борьба, усталость и разочарование. Именно это состояние, тяжелый, нестабильный, не всегда вознагражденный труд, передается всем потомкам Адама. Во время жизни евреев в Египте труд становится настоящим рабством. Освобождение приходит, когда Моисей выводит их в землю обетованную, но даже вне рабства проблема не исчезает. Как пишет Соломон, что пользы человеку от всех трудов его, если вся его жизнь проходит в скорбях и беспокойстве? Ответ на этот вопрос дает Мессия. Иисус Христос открывает путь к освобождению не только от греха, но и от последствий, от тяжелого суетного труда. Но это освобождение имеет прежде всего будущий характер. Пока мир в целом остается поврежденным грехом, человек продолжает жить в этой реальности. Первые изменения начались уже среди ранних христиан. На совместных трапезах Агапе рабы и свободные сидели за одним столом. Разделяя пищу вместе, они подрывали основы рабовладельческой системы. С крушением Рима и формированием христианской Европы в раннем Средневековье христианское общество постепенно отказалось от рабства среди своих членов. Все христиане считались формально свободными, и рабство внутри сообщества перестало быть допустимым. Но в мире остается грех, несмотря на исправление отдельных людей, поэтому тяжелый труд вернулся в форме крепостного права. Крестьяне зависели от феодалов, а работа часто оставалась тяжелой и малооплачиваемой. Как пишет Августин Аврелий в книге о Граде Божьем 19:15. Итак, грех – первая причина рабства, по которому человек подчиняется человеку. В протестантской традиции, особенно у Лютера и Кальвина, труд по-прежнему остается тяжелым, потому что мир все еще падший, и грех все еще влияет на человека и общество. Позднее евангельский протестантизм более прямо связывает окончательное освобождение от греха и его последствий со вторым пришествием. Это освобождение включает и избавление от изнурительного труда. В новое время решение этой проблемы начинает связываться уже не с Богом, а через светские методы или путем развития науки и техники. Философ Гегель развивает идею отчуждения, преодоление которого связывается не с сверхъестественным вмешательством, а путем постепенного исторического развития общества и самосознания человека. На практике развитие науки, техники и промышленная революция не уменьшили рабочую нагрузку. На заводах люди стали работать не меньше, а иногда даже больше. При этом условия жизни и отдыха нередко становились хуже. Марксизм обещал освободить труд через уничтожение эксплуатации. На практике страна рабочих и крестьян рухнула из-за экономических проблем. Капитализм сделал экономику более эффективной, но создал представление, при котором о человеке судят по его труду, забывая о моральных качествах. Он создал мираж финансовой независимости, пассивного дохода и тому подобного. В итоге, в обществах, где позиции христианства оставались сильными, в США и Западной Европе труд стал легче и эффективнее, но не перестал быть тяжелым. Это соответствует протестантскому пониманию, что пока мир остается во грехе, труд остается бременем. Полное освобождение возможно только с окончательным преодолением последствий греха Адама в конце истории при втором пришествии. Исайя 65:23. «Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа». Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше и не пропустить новые видео.